Сегодня 7 ноября 2025 года, и всех приветствую из Одессы. Как все красиво, идешь и просто глаз радуется. Посмотрите, какие цвета, какие осенние краски. Еще немножко и этого совсем не будет. Всем привет из Одессы. Говорят, что сегодня землю накрыла мощная магнитная буря, и вы знаете, мне кажется, наш город она не обошла стороной, а может просто все из-за погоды. Ну, настроение какое-то такое немного поникшее. Мы с вами на Французском бульваре, и здесь, чтобы спуститься вниз в определенные рестораны на трассе здоровья, можно проехаться на вот такой вот электрокаре маленьком. Вот сюда открывается шлагбаум, и мы с вами спускаемся. Если вы хотите посетить определенный ресторан, или Санторини, или Ла Камбала, по-моему, а может и просто так, то можно на ней спуститься, чтобы не идти далеко пешком. Так, мне кажется, что на море даже немного туман или даже есть шторм. Сейчас мы с вами пройдем все, посмотрим, но сначала посмотрим кое-что интересное. А вот и машинка поехала. Только никто сейчас не хочет сюда идти гулять, потому что достаточно холодно. Вы знаете, не знаю, то ли магнитные бури и настроение плохое, то ли ночь сегодняшняя, потому что мы не спали, был сигнал воздушной тревоги, на город летели, как написали, 19 дронов, но потом они как-то разделились, полетели на разные районы, и все равно пришлось идти в укрытие, но, к счастью, город не пострадал, но все же далеко были слышны даже взрывы. Талантливые люди когда-то нарисовали здесь вот такие картины, известные картины. Многие из них вы, наверное, знаете. Вот, например, Мона Лиза. Мона Лиза известна всем. Так, Сальвадор Дали картина, Вермеера картина, вот там рядышком. Поэтому можно пройти, посмотреть и немного вспомнить известное произведение. Этот дом называется Астон Холл, и здесь одна из самой дорогой недвижимости в Одессе. Поэтому, если захотите квартиру премиум-класса, то, пожалуйста, обращайтесь. Смотрится он классно, особенно в солнечную погоду, когда голубое небо. Мы с вами спускаемся на трассу здоровья. Людей сегодня мало. Есть, конечно, немного, но все равно, по сравнению с тем, что бывает, здесь пусто. У нас стали отключать свет, отключать электроэнергию, и появились графики отключения света. У нас, к счастью, пока отключают его не часто, но все же такое имеется. Значит, иду, виднеется мне что-то рыжее и пушистое. И такой вот одесский бочонок. Посмотрите. Он просто как пельмешка. Да, котик? Холодно стало. Но здесь у котов есть коттеджи. Сейчас я вам покажу, поэтому за них не нужно переживать. Здесь есть и еда, и вода. И, посмотрите, рыбкой черноморской их кормили. Поэтому он такой толстенький. И здесь даже одеяло постелили. И написано коттедж, чтобы вы не путали. Так что в Одессе люди очень любят котов и за ними ухаживают. Так, на море сегодня шторм. Спустимся с вами к водичке немного позже. Как вы знаете, в последнее время в Одессе очень сильно занялись уборкой города. И трассу здоровья это не обошло стороной. Посмотрите, сколько здесь веток нарезали. И еще не успели вывозить. Я в последний раз, когда здесь было очень и очень много людей. Кстати, у нас есть хорошая новость. Начали включать отопление, ведь скоро зима. И первым городом в нашей области стал город Подольск, по-моему. Поэтому ждем тоже, когда уже наши батареи станут горячими. Посмотрите, это же уже преддверие, как будто преддверие Нового года. Все начинает украшать к этому замечательному празднику. Я так люблю это место. Здесь очень красиво, и такое впечатление, что ты вообще не в Одессе, а куда-то выехал за границу.
Знаете, уже постепенно все начинают готовиться к Новому году. Все начинают в магазины продавать елочные игрушки, елочные украшения. Заведения потихоньку начинают все тоже украшать. Посмотрите, я еще нигде не видела новогодней тематики, чтобы рестораны или кафе украшали уже елками и шарами. Но Ла Камбала меня сегодня удивила. Посмотрите, какая красота! Здесь уже новогодняя елка настоящая стоит. И вот смотрите, какое уютное кресло с мехом. Класс! Кто здесь фотографируется, у того первым в городе будет новогоднее фото. Все готовятся к Новому году, и каждый верит, что он принесет нам много счастья и позитива. Ой, на море, как всегда, прекрасно. Не удержалась, чтобы не спуститься вниз, потому что быть на море и не подойти к водичке, но это как-то не по-одесски. Ой, камера улетела. Проходила новогодние декорации и поняла, что Новый год всего лишь через 1,5 месяца, а это совсем скоро. Время летит быстро. Люди потихоньку начинают готовиться, покупать подарки. Скоро будут покупать елки. Но хочу вам сказать, что на самом деле каждый украинец, я думаю, каждый мечтает о главном. Чтобы в Новом году проснуться в нашій мирній, гарній, чудовій Україні, де вже нема війни. Каждый украинец мечтает проснуться, и чтобы над его городом, над его домом не летали ракеты, не летали дроны, чтобы все люди, все близкие, друзья и дети были в безопасности. Каждый, у кого родной или близкий, или знакомый человек на войне, каждый мечтает, чтобы он вернулся домой. И сколько в Украине детей, которые мечтают, чтобы их папы вернулись домой. Щоб наші захисники повернулися живими додому. Об этом мечтают украинцы. И для каждого украинца это было действительно бы счастье. У меня такое настроение. Когда вы живете в мирной стране, и вы не знаете, что такое война, и вы не могли подумать, что это может случиться и так круто изменить всю вашу жизнь, никогда невозможно понять, что переживают украинцы, когда в дом каждого из нас пришла война. Она очень меняет мировоззрение, меняет отношение к жизни, меняет все. И ой-ой-ой, посмотрите, что делается. Сколько медуз выбросила на берег. Это медузы корнироты, называется, все время забываю их название. Но посмотрите, их просто здесь тысячи. Я, по-моему, даже такую гору медуз никогда и не видела. А вот, собственно, порода, на которой стоит Одесса. В Одессе добывали ракушечник. Из-за этого у нас самые длинные катакомбы в мире. Одни из самых длинных, по-моему, или самые длинные, не помню. И вот это вот такая интересная порода. Мне очень нравятся эти камни. Сейчас нет солнца, поэтому краски не так видны. Но вообще красиво. Боже, какая красота! Мы с вами подходим к ресторану Санторини. И я просто в восторге. Невероятно. А посмотрите, сколько чаек. Боже, какая прелесть. Класс. Какая прелесть. Сейчас пойдем с вами к чайкам, там их как раз кормят. В Одессе много красивых ресторанов, где не только можно ими полюбоваться, но и можно в них вкусно поесть. Плюс присутствуют различные кухни мира. Это ресторан Санторини, он уже достаточно давно в Одессе, его так красиво всегда украшают, и прекрасен он и весной, и летом. А самое главное, что здесь открывается прекраснейший вид на наше Черное море. Люди обедают, сейчас как раз обед. Ну, а женщина фотографирует море. Ветрено. Посмотрите, как травку в разные стороны раздувает. Ой-ой-ой. Штормец сегодня. И чаек, кстати, много. Сегодня...
Обед сегодня не только у людей, но и у чаек. Воробьи, конечно, вне конкуренции. Воробьи, голуби, они всегда стараются отвоевать немного еды у чаек, потому что чаек кормят чаще всего. Посмотрите, какая красота. В последнее время как-то мало этих птиц стало на пляжах Одессы, но сейчас они все больше и больше появляются. Здесь парень их подкармливает, поэтому все успевают сделать фотосессию. Вот так сегодня в такую непогоду живет многими любимый город Одесса. Я желаю всем хорошего дня, и не только я, мы с котиком желаем всем хорошего дня, хорошего настроения, несмотря на все жизненные сложности, а они есть у всех. До встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока.